Привет, друзья! Этим видео мы начинаем серию видеоуроков «Горы Армении акварелью». Начнем мы с самой высокой горы в современной Армении – это Арагац. Гора является потухшим вулканом, который извергался где-то 700 тысяч лет назад. Сейчас она состоит из нескольких горных вершин, и, как видите, фотографии в зависимости от места могут быть очень разные. В своей работе я не ставлю перед собой задачность передать географическую точность рельефа. Я постараюсь передать впечатление, добавляя немножко импрессионистической манеры, чуть усиливая яркость цветов, немножко в угоду стилю армянских художников XX века. Я уже подготовила рисунок карандашом. Если у вас возникает сложность именно с рисованием и построением горных хребтов, то полный урок по рисованию гор есть у меня на канале Boosty и Patreon. Он будет доступен начиная с этого четверга. Вы можете подписаться, посмотреть его и подробнее разобраться в том, как строить, рисовать вот эти горные хребты, независимо от того, вы рисуете конкретный пейзаж или делаете какую-то фантазийную гору, будете понимать, как достраивать этот рельеф, чтобы он выглядел правдоподобно. Я смочила область неба. Как вы видите, у меня уже есть маскирующая жидкость в тех местах, где у меня планируется снег. И сейчас я хочу подобрать какой-то серо-фиолетовый цвет для облаков. Пока что вот он смотрится ярковато. Бумага это Фин Баахонг, и он довольно хорошо держит цвет, он практически не блекнет, очень яркий на нем получается цвет, даже немножко непривычно для меня. Я сейчас ее взяла на пробу, мне нравится фактура Фин. Но Баахонга раньше я ее не видела, сейчас вот она появилась, и я решила попробовать. Погода у нас пасмурная, поэтому я по мокрому, по предварительно смоченному сверху листу наношу силуэты облаков. Излишки воды собираю кистью, и где-то будет серо-фиолетовый цвет. Я намешиваю, как вы видите, у меня довольно часто остается грязь на палитре, поэтому даже иногда сложно сказать, какой конкретно цвет я намешиваю. Но если намешивать с нуля, то, скорее всего, это будет какой-нибудь кадмий оранжевый, примешанный к ультрамарину, примерно такой оттенок, или кадмий красный. Там, в зависимости от того, насколько красный у вас будет цвет, нужно смотреть пропорцию, насколько вам нужен чистый цвет. То есть красным будет, наверное, более чистый цвет, кадмий оранжевый дает чуть более коричневатый оттенок, более грязноватый. Для неба я использую смесь ультрамарина с ФЦ голубой. Наношу такими легкими массирующими движениями. Форму облаков я придумываю на ходу, ориентируюсь на то, чтобы мне она нравилась и казалась естественной. Конечно, можно посмотреть предварительно референсы облаков, если вы не уверены в своих силах, но мне уже проще дофантазировать, потому что в целом, как я сказала, пейзаж носит фантазийный характер, то есть это не срисовывание с фотографии, я не ставлю себе задачу стопроцентно копировать фотографию, мне кажется, это уже неинтересным на данном этапе для меня. Для того, чтобы у нас получилось интересная, глубокая работа, нам нужно разделить нашу картину на планы. Дальний план может быть и небом, но также я добавляю здесь несколько горных вершин на дальнем плане. То есть в середине будет основная гора, и на дальнем плане еще синие вершины, то есть они настолько далеко, что уже они вот будут синего оттенка. Я даже делаю их не совсем синими, я к ультрамарину примешиваю еще немного
кадмия красного, для того, чтобы был такой немножко фиолетоватый оттенок, чуть-чуть не совсем чисто ультрамариновый. Пока что небо еще мокрое, и краска немного перетекает, но у меня было желание создать эффект того, что над горами и горы немножко закрывают, вершины гор немножко закрывают облака, поэтому я еще даже немножко в области вершины вымываю цвет. Ну и также я предполагаю, что там по расщелинам лежит снег. И так как гора далеко, он уже может не видеться вот таким вот чисто белым, он может тоже быть немножко синеватым, особенно если он в тени, например, если над ним есть облако. Вообще очень красивый эффект, когда над горами плывут облака и таким образом делают, кроме собственного рельефа гор, делают еще рельеф, точнее не рельеф, а такие переходы цвета от облаков. Это очень интересный эффект, неуловимый, но я думаю, что что-то такое мы постараемся изобразить, чтобы переходы цветов у нас тоже присутствовали. Ну, вот такая вот легкая размытость получилась на дальнем плане. Пока что оставлю это, не буду туда сильно лезть, чтобы это не выглядело очень замучено. И потихонечку перехожу, тоже начиная там такой не совсем еще, это значит, у нас основная гора будет на среднем плане, основной хребет. И там на дальней части тоже есть еще такой между средним и дальним планом более легкие по оттенку, более такие чуть более светлые, чуть более размытые на дальнем плане горы. Я специально здесь использую достаточно большое количество воды, чтобы вода оставляла тоже свои какие-то перетеки, свои намеки, и это придает работе тоже определенный интерес, определенную такую фактурность и акварельность. Не бойтесь воды, старайтесь все-таки использовать акварель по максимуму, чтобы у меня вода вся текла вниз, чтобы у меня сильно не лезла краска на небо, так как у меня еще вот эта граница неба и гор не высохла. Я намеренно не жду, чтобы она полностью высохла, чтобы получить такой немножко размытый эффект на дальнем плане, чуть-чуть расфокус. Вот. И как вы видите, у меня на палитре много грязи, я ее не убираю, не вымываю, я постоянно варьирую цвета и оттенки. Дальний план тоже вот фиолетовый, то есть у нас был, смотрите, ультрамарин. Мы можем к ультрамарину подмешать кадмий оранжевый в большей пропорции, чуть более ярко это сделать. Или, может быть, немножко сиены жженой туда добавить, чтобы чуть более сероватый цвет получился. И уже у нас другой оттенок. То есть, по сути, цвета могут быть те же, а оттенок получается совсем другой. Просто два цвета, ультрамарин и кадмий оранжевый, они могут тут совершенно разные оттенки давать. Но еще смотрите, какой фирмы у вас кадмий оранжевый, потому что кадмий оранжевый Невской палитры с ультрамарином дает такой фиолетовато-коричневый оттенок, а вот кадмий оранжевый, например, от Ван Гога дает более зеленоватый оттенок, поэтому у меня, к сожалению, нету кадмия оранжевой Невской палитры. Здесь в Армении я его не нашла, поэтому я пользуюсь кадмием оранжевым Ван Гога, но добавляю еще, когда мне надо, просто кадмий красный, чтобы была более фиолетовая смесь. Более насыщенный цвет беру для горы, которая у меня поближе. Причем в самой можно брать не совсем равномерный цвет, а внутри самой заливки постоянно варьировать цвета и оттенки и вводить где-то более синие цвета, где-то, может быть, более какие-то коричневатые. Вот, к слову, о эффекте, который я хотела передать. В тенях под облаками будут какие-то более синие участки. Ну, как я вот себе придумала это.
а, соответственно, свету более оранжеватый. Поэтому я вот с этой мыслью буду варьировать цвета. Чем ближе я двигаюсь к нам, к зрителю, к переднему плану, тем ярче я беру оттенки, тем сильнее усиливаю разнообразие цветов, чтобы вот этот передний кусочек, он выдвигался вперед. Арагатс имеет множество разных фактурных вот этих переломов, то есть это не одна такая цельная гора, как, например, Арарат, да, там две горы, но как бы есть какие-то две основные вершины. У Арагатса много вот этих вот изгибов, переломов. Она не представляет из себя какую-то одну целую форму, а вот скорее хочется передать вот эту сложную фактуру. Поэтому я здесь еще стараюсь все время в голове держать вот это построение самого хребта, который выходит на нас, и каким образом вот идут переходы формы. Напомню, что видео по самому построению горы я выложила у себя на Патреоне и на Бусти для платных подписчиков. Пока немножечко подсохнет, схватится краска на горе, может быть, я к ней еще вернусь, еще добавлю фактуры, но сейчас я перейду уже к переднему плану, намешиваю довольно темный цвет. Здесь я использую дымки от Невской палитры для таких темных оттенков. У меня есть серо-синяя дымка, гематитовая дымка, вот, но в целом можно брать просто более густую смесь того же ультрамарина с сиеной жженой или с какими-то другими коричневыми цветами. Будут такие разнообразные оттенки. Здесь тоже на переднем плане, несмотря на то, что цвета более темные, но все равно можно варьировать оттенки от более холодных к более теплым. Делаю пристукивающие такие хаотичные движения кистью. Бумага фактурные, текстурные, и я где-то оставляю намеренно не прокрасы, не то снега, не то, ну, что там это может быть, бликов от света, ну, чтобы было больше фактуры. Еще немножко темных мест добавляю, и лишнее промокну чуть-чуть салфеткой, и таким образом оставив еще фактуры вот этой текстуры такого каменной насыпи, чтобы не прорисовывать каждый камушек отдельно, чтобы это не выглядело такой супер детальной
долгой, мучительной проработкой, а чтобы работа носила более такой спонтанный и а, спонтанный эффект, да, эффект такого легкой руки и свободной кисти. Возвращаюсь к среднему плану, добавляю немного уже более таких точечных мазков, чтобы задать направление движения вот этой текстуры горы. То есть внизу у нас более такие горизонтальные линии, да, там какая-то ровная часть, ну и дальше там в соответствии с изгибами хребтов, то есть здесь есть такой как бы зигзагом на нас вперед выходит хребет, такой перелом вот этот синий, и от него там в сторону могут уходить эти наши линии, наши какие-то формы. Ну и его сам мне тоже хочется немножко обозначить почетче, какой-то сделать там более такой детальный момент в переломе. Я привстаю над работой, чтобы ее было лучше видно издалека. Иногда я смотрю через камеру, когда я снимаю видео. Это тоже помогает оценить издалека, где еще добавить деталей. И оставляю работу посохнуть, чтобы она полностью высохла. И удаляю маскирующую жидкость. Я это делаю с помощью ластика. Я не записываю этот момент, потому что иначе очень сильно трясется штатив. И, в общем-то, я не вижу в этом смысла записывать, как я удаляю маскирующую жидкость. Не очень хорошо у меня легла маскирующая жидкость, не так хорошо, как мне хотелось бы. Остались немножко такие полосы в общем-то, в каких-то местах. И сейчас я, во-первых, корректирую форму пятен снега. Во-вторых, добавляю тени на сам снег, и под снегом, так как снег представляет собой какую-то толщину, под снегом тоже маленькая тень, как бы отделяющая его от горы, чтобы он не смотрелся каким-то таким плоским, чем-то плоским, а немножко имел объема. Добавляю тень голубоватым, сиреневато-голубоватым цветом на сам снег и под снег. Ну и где-то, может быть, еще добавляю немножко деталей в саму гору, каких-то моментов, чтобы чуть более четкими были вершины, где-то корректирую немножко форму, где они слишком расплылись.
Я немного варьирую оттенки в тенях снега, где-то делаю их более голубоватым, где-то добавляю чуть-чуть розоватого цвета, так как небо у нас облачное, тени не будут ярко-голубыми, как они были бы при чистом ясном небе. А, ну и потихоньку довожу до какого-то результата, который бы мне больше нравился. Сами вершины стараюсь оформить их в какие-то более понятные, при этом все-таки сохранить вот эту импрессионистическую манеру с такими чуть-чуть более яркими цветами, чем, возможно, это было бы в природе, но подчеркиваю, что я хочу сохранить атмосферу. Потихоньку заканчиваю свою работу. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, я с радостью отвечу, и просто делитесь впечатлениями. Не забывайте ставить этому видео лайк, ищите другие видео с горами Армении в плейлисте одноименном. Я постаралась подобрать техники и референсы так, чтобы они были максимально разнообразные и в то же время отражали тему нашего марафона «Горы Армении». До встречи в следующих видео. Пока!